Каирская цитадель– это город в городе с почти тысячелетней историей. Когда-то резиденция султанов и халифов, а сейчас знаковый памятник исламского Египта и одна из основных достопримечательностей столицы в самом ее центре – с дворцами, башнями, мечетями и музеями. Строительство крепости началось в XII веке. По преданиям, камни для возведения стен позаимствовали у пирамид, а среди работников было много пленных крестоносцев, захваченных в сражениях на Иерусалимских землях. Можно сказать, что стены цитадели возводили те, кто хотел бы их разрушить. Входные билеты в апреле 2023 года стоили 200 египетских фунтов за взрослого и 100 за ребенка или студента. Мы были во время Рамадана, и кроме киосков с водой, мороженым и шоколадками, никаких мест для перекуса не увидели. Возможно, кафе есть внутри, но были закрыты. А гулять по цитадели можно весь день, так что лучше взять что-то типа бутербродов с собой. Один из самых знаменитых правителей средневекового Египта, Сирии и Палестины, по происхождению курд, известен не своим настоящим именем Юсуф ибн Аюб, а по прозвищу Салах ад-Дин, что означает «благочестие веры», или просто Саладин в упрощенном европейцами варианте. В современных литературе и кино этот персонаж славится сражениями с крестоносцами, в частности взятием Иерусалима. А вот Каирская крепость, строительство которой начал именно Саладин, так и не подверглась осаде. Столетиями местные правители достраивали и перестраивали внутренние сооружения. В современное время большинство сохранившихся зданий перепрофилированы в музеи. Рядом с цитаделью десятки интересных для посещения мест: дворец Абдин, город мусорщиков, музей египетской цивилизации, Каирская телебашня, мечеть Ибн Тулуна, монастырь Симона, известный как Пещерная церковь, зоопарк и другие. Самая впечатляющая постройка в цитадели – мечеть Мухаммеда Али. Этот правитель Египта, как и Саладин, не являлся египтянином. Рожденный в албанской семье в Македонии, он был послан Османской империей в Египет для войны с Наполеоном и в результате череды событий пришел к единоличной власти в стране. Мечеть стала его могилой. Здесь находится гробница Паши. Выбор места для возведения крепости не случайен. Это самая высокая точка города при максимальной близости к Нилу. Невероятным для тех времен было сооружение колодца глубиной 90 метров внутри твердых скал. Так армия обеспечила бы себе доступ к воде в случае осады. Со смотровых площадок на стенах крепости весь Каир как на ладони. Видно даже пирамиды, хотя они достаточно далеко. Это бывшая тюрьма, теперь музей полиции. В камерах можно разглядеть фигуры осужденных, а где-то и наказание в исполнении.
Вот такое устройство на стене крепости служило календарем-часами, напоминающим о времени молитвы. Поверхность датирована 1291 годом. Еще одна мечеть комплекса в данный момент закрыта для посещений, а во времена мамлюков она была официально основной, и это единственный их след в цитадели. А эти здания были построены как дворцы для королевской резиденции. Во время британской оккупации их использовали как военный госпиталь, а в наши дни сюда перенесли музей, который представляет всю военную историю Египта со времен фараонов до последней войны с Израилем. Внутри должно быть еще интереснее, чем снаружи, особенно если там сохранились дворцовые интерьеры. Но мы не заходили, так как дети уже устали и проголодались. А поесть в цитадели мы не нашли возможности во время Рамадана. Продолжение нашего путешествия по Каиру с детьми 7-9 лет смотрите в следующих роликах. Пирамиды и сфинкс, деревня фараонов на Ниле, музей мумификации и музей цивилизации. Отдельная достопримечательность – это улицы Каира, от современных многоэтажных до настоящих трущоб, а также многоуровневые эстакады, построенные посреди жилых кварталов, и внутренние цветные стены комнат, частично снесенных домов вдоль дорог. Жуткое и одновременно завораживающее зрелище. Мы расскажем, как выгоднее забронировать трансферы и найти гида, где бюджетно перекусить шаурмой и фастфудом, а где цивильно поужинать с видом на огни Нила. В каких отелях остановиться, рядом с пирамидами или в центре Каира, вблизи нашумевшей революционной площади Тахрир. До скорых встреч!